построены криминальные структуры. То есть мы говорим об армии, но дело в том, что наше общество, оно полукриминальное. На этом построены криминальные структуры. Мы сейчас говорим об армии, но наше общество полукриминальное. Yes, it's a similar, sometimes it's a very similar thing where criminals also will risk their own lives for a sense of excitement. И часто мы сталкиваемся с чем-то подобным, когда преступники рискуют своей собственной жизнью именно с целью получить вот это вот драйв. And this also might lead them not to value their own lives very much because there are people in their lives, there are not very many people in their lives that they're worried about besides themselves. И это может приводить к тому, что они не очень ценят свою жизнь, поскольку в их жизни не так много людей, о которых они беспокоятся. In fact, it might even be easier for them to hurt other people just out of a sense of excitement. И для них может быть проще вообще причинять боль другим людям, просто исходя из этого стремления получить драйвовые переживания. Получается, процесс главенствует над результатом. Процесс главенствует над результатом. So the process is more important than the result. I don't quite understand the question. Не совсем понятно. Значит, там есть такое понимание в криминальном мире. Лоб зеленкой намазан. Лоб зеленкой намазан. Это человек, приговоренный к высшей мере наказания, он вне закона. То есть он действует вне закона, он понимает, что если его, при его поимке, его высшая мера наказания. Вот многие люди действуют по этому принципу. Они живут вне закона, то есть законы не для них. И из-за этого они испытывают вот это вот драйв, это постоянный. В криминальном мире есть понятие «лоб зеленкой намазан», когда человек приговорен к высшей мере наказания, да, и человек готов делать все, что угодно, просто потому что он знает, что он уже все равно приговорен к высшей мере наказания, да? В случае поимки. Right. Yeah. Question like, what do I have to lose? Right? Ну и вопрос тогда, что же мне терять? So people engage in risky behavior and люди вовлекаются в рисковое поведение. Maybe in its most extreme form, the person only lives for the thrill and the excitement. И в самых экстремальных случаях человек живет только ради того, чтобы получать вот этот драйв. So that they continue to do more and more, even more dangerous things all the time. И он продолжает делать все более и более опасные вещи. And we wouldn't maybe call it suicide, but they end up losing their life. Мы не называем это суицидом в полном смысле слова, но по сути эти люди приходят к тому, что они прощаются со своей жизнью. I think there are a few questions that we might ask our clients. Есть вопросы, которые мы можем задавать нашим клиентам, To help them sort out this excitement-seeking behavior in their чтобы lives. помочь им проанализировать их поведение, связанное с поиском драйва. And for instance, we might ask them, what other problems does this excitement-seeking behavior cause in your life? Мы можем их спросить, какие проблемы это поведение, связанное со стремлением к драйвовым переживаниям, приводит, каким проблемам это поведение приводит в вашей жизни? Does your mother complain? Жалуется ли ваша мама? Does your doctor complain? Ругается ли ваш доктор? How about your physical health? For instance, is it hard on your blood pressure or on your heart? Что с вашим физическим здоровьем? Как в порядке ли у вас давление и как реагирует ваше сердце? Is it causing problems at your work? Вызывает ли это проблемы у вас на работе? Is it causing problems with your friends? Вызывает ли проблемы в отношениях с друзьями? So we might ask, what other problems does this thing leading to in your life? Мы можем спрашивать, какого еще рода проблемы то, что происходит, вызывает то, что вы делаете, вызывает в вашей жизни. And that would lead back to my definition of an addiction as a problem that causes other problems in your life. И это приводит нас снова к моему определению зависимости, что это поведение, которое вызывает другие проблемы в вашей жизни. For instance, we might ask the person who's risking his life, although he has a wife and 3 small children. Мы можем задавать вопрос человеку, который рискует своей жизнью, несмотря на то, что у него есть жена и 3 маленьких детей. Is this risk really worth leaving them by themselves? Действительно ли этот риск стоит того, чтобы оставить свою жену и детей? And I can understand a person who might decide either way. И я могу понять человека, который может принять оба
оба варианта решения. But Любой из этих вариантов решения. But at least we can help the person to make a decision Но по крайней мере, мы можем помочь человеку принять более взвешенное решение. with more of the facts in mind. С учетом большего количества различных факторов. Then we might ask another question. И потом мы можем задать другой вопрос. What is there in your life that's more important than this excitement-seeking behavior? А что есть в вашей жизни, что является более важным, чем поведение, направленное на стремление к драйвовым переживаниям? Is there someone in your life, for instance, who would, if they told you you needed to stop, that you would? Есть ли кто-то в вашей жизни, кто мог бы вам сказать, что вам нужно остановиться в том, что вы делаете, и вы бы это сделали, прислушавшись к этому человеку? Is there something in your life that you could lose that you don't want to lose? Есть ли что-то в вашей жизни, что вы можете потерять вследствие этого поведения, но вы не хотите это терять? And then I think another question that relates to the things we've talked about a little. И еще один вопрос, который имеет отношение к тому, о чем мы говорили. What would happen if you hurt yourself or if you lost your life? Что может произойти, если вы причините себе вред или потеряете жизнь? And how could that affect the other people in your life? И как это может повлиять на других людей в вашей жизни? I can remember asking that question in my own mind. Я помню, как задавал себе этот вопрос. When I went back into the military after a long period away from it. Когда я возвращался в армию после длительного периода вне армии. And I went back again to parachuting. Я вернулся к службе, которая включала в себя десантирование на парашютах. The last time I was parachuting, I was 21 years old. Последний раз, когда я этим занимался, мне было 21 год. And now this time I was 35. И теперь мне было 35. Я снова вернулся к службе десантника. And I had a wife and 5 children. И уже к тому моменту 5 детей. And so I had to ask myself, why am I doing this? И я задавал себе вопрос, почему же я это делаю? And it wasn't just for the excitement, I guess. И я думаю, что это было не просто ради драйва. But I came to the conclusion that this was something God wanted me to do. Но я пришел к выводу, что это было что-то, что Господь хотел, чтобы я делал в этот момент. That it did not negatively affect my wife or my children. И что это не будет иметь негативный эффект на мою жену и детей. And that God was going to be with us if we went through this thing together. И Господь будет с нами, и мы вместе пройдем через этот этап. And my wife didn't leave me. И моя жена не оставила меня. And my children don't hate me. И мои дети не испытывают ненависти ко мне. But that's not the case. That isn't always the case for everyone. Но это не всегда, не во всех случаях это так. So I think it's important for us to ask how our decisions like this would affect other people in our life. И нам важно задаваться вопросом о том, как подобного рода решения могут влиять на людей в нашей жизни. And as I suggested, I think there are other parts of the question about why we would say risking my life is worth it. И как я уже говорила, вам есть разного рода вопросы, которые могут определять, почему вообще стоит рисковать жизнью и стоит ли это делать. For example, we were talking about criminals a few minutes ago. Несколько минут назад мы говорили о преступниках. Sometimes working with criminals can be dangerous itself. Сама по себе работа с преступниками бывает временами опасной. But if we're working with them and we believe that God wants us to, Но если мы работаем с преступниками, мы верим, что Господь хочет, чтобы мы это делали, and our family agrees with us, и наша семья согласна с нами, then perhaps the risk is worth it, тогда нам стоит рисковать. because we might be bringing people to Christ or closer to God. Потому что мы можем приводить людей к Христу или ближе к Богу. So sometimes we ask, is this risk worth it? И мы можем задавать вопрос, стоит ли этот риск того. As I mentioned, a lot of people go back to the military or are very devoted to the people in the military, their friends from the military. Как я уже упоминал, многие люди очень часто возвращаются в армию и часто посвящены и привязаны к своим друзьям в армии. And those relationships and friendships are very important. И эти отношения, эта дружба являются очень важными. Then of course, as we say, that people are doing this for the sake of their country. Ну и, конечно же, в первую очередь люди это делают ради своей страны. And there is a sacrifice that we should respect from that. And if we're И есть жертва, которую они совершают в этом контексте, и мы должны ее учитывать. that saving our country is worth it.
учитывать, что для них факт того, что они участвуют в защите своей страны, спасают свою страну, является очень значимым. Or we might be risking our life for the sake of our family. Или, может быть, мы рискуем нашей жизнью ради нашей семьи. Or for God and for His kingdom. Или ради Господа и Его Царства. So that's the end of this subject, unless you have questions. Это завершение этой темы, и, возможно, у вас есть еще вопросы по этой теме. All right, we can move ahead. Мы тогда можем пойти дальше. I'd like to talk about the larger issue of responsibility. Я хочу поговорить о более широком контексте ответственности. And there's a word that I think applies to us, and it's one of the characteristics of human nature. И есть еще одно слово, которое относится к нам, оно является одной из характеристик человеческой природы, That shows that we are made in God's image. которое показывает, что мы созданы по образу и подобию Божьему. It is one of the attributes of God that He has shared with us. Это одна из характеристик, качеств Бога, которые Он поделился с нами. And it is the idea of sovereignty. И это идея суверенности. There are many other words we could use for that. Есть много других слов, которые описывают подобное. And actually, in the Bible, sovereignty was one of the first gifts that God gave to humans. И в Библии суверенность — это один из первых даров, которым Господь поделился с людьми. When God made the man, He gave him the power to rule over the creatures of the earth. Когда Господь создал человека, Он дал ему силы править созданиями на земле. Sovereignty is the control that a person has over certain things in their life. Суверенность — это контроль, который есть у человека над определенными вещами в его жизни. And it means that they have both authority over those things, Это означает, что у человека есть и власть над этим, but they also have responsibility to take care of those и things. ответственность заботиться об этом самом. Yes, well, let me explain from the Bible and Adam's role as what God gave to him. Давайте объясним из Библии и с точки зрения того, что Господь дал Адаму и его роли. So God gave Adam sovereignty over the creatures of the earth. Господь дал Адаму суверенность, власть по отношению на... Right. Да, дал... It doesn't mean that Adam owned all those things, Это не значит, что Адам имел власть над всем, что ему доверял Господь. but that God gave him responsibility over those things. Но Господь дал ему ответственность над And всеми that созданиями. He gave him certain power over those creatures. И он дал ему власть над этими созданиями. He's saying that it's written in the Bible in a very concrete way. Be the head of these creatures. Yes. Be... The head, right? Да. Да, главенствуйте. Главенствуйте, быть главным, это значит руководить, это значит преобладать. Как раз. Главенствовать, быть главным, значит руководить и преобладать. So to be the head of means to be chief, to be to rule over something. Yes. It means that you have physical power, Это значит, что у вас есть физическая власть, but that you also have, I guess I'd say, legal or right power. That it's right for you to have power но over это those things. также и включает в себя то, что у вас есть юридическая власть или право править. Yes, this is that person has control and command over those things. Let me give an example which might help. Разрешите мне привести пример, который может быть полезным. The example I would use comes from politics. Этот пример происходит из сферы политики. Consider that there are two countries, the United States of America and North Korea. Представьте себе две страны, Соединенные Штаты Америки и Северная Корея. Now these countries are not equal. Эти страны не равны. There are many differences between these two countries. Есть много отличий между этими странами. In many ways, you might say that the United States is much larger and much more powerful than North Korea. А во многом Соединенные Штаты Америки гораздо более сильная и властная страна,
страна, чем Северная Корея. But North Korea is a sovereign nation. Но Северная Корея является суверенной нацией. That means that they have the right and they have the ability to control their borders, Это означает, что у них есть право и возможность контролировать их границы to decide who comes in and who goes out of their и country, решать, кто входит и кто выезжает из их страны, and how they will take care of the people in their country. и как они позаботятся о людях в своей стране. It's true that many Americans and many people around the world are very appalled at the way that people in North Korea treat their people. И это правда, что многие люди в Соединенных Штатах и других странах мира очень возмущаются по поводу того, как в Северной Корее относятся к людям. But because it is a sovereign nation, Но поскольку это суверенная нация, other countries cannot make them change the way they do that. другие страны не могут заставить их изменить то, как они это делают. You know, other countries might say, well, we're not going to buy the things that you produce. Другие страны могут сказать, мы не будем покупать то, что вы производите. But they can't really force the Korean government to do things the Korean government doesn't want Но to они do. не могут заставить корейское правительство делать по-другому то, что они делают. So this is what I mean by each one of us is similar in that regard. И это то, что я имею в виду. Каждый из нас мы все в этом смысле похожи. We've seen, for instance, people put in prison. Мы видели, как людей помещают в тюрьму, Let's say Christians put in prison, даже христиан, and they're told that they have to give up their allegiance to Jesus Christ. и им говорят, что они должны перестать поклоняться Иисусу Христу. But it's still their choice whether they deny Christ or not. Но это все равно их выбор. Отрекутся ли они от Христа даже в таких обстоятельствах?